Помимо листопада и первых заморозков, осенью, впрочем, как и весной, происходят вспышки сезонных заболеваний. Одной из грозных болезней, которую можно включить в данный список, является мышиная лихорадка. Здравствуйте, мои хорошие! Мышиная лихорадка – острое вирусное заболевание, которое нередко путают с обыкновенным ОРЗ. В США эту болезнь прозвали кроличьей, а в Японии – заячьей. В медицине мышиная лихорадка носит название геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – ГЛПС. Наибольшую опасность мышиная лихорадка представляет в случае запоздалого лечения. Тогда недуг может ударить по почкам и даже привести к летальному исходу. Это заболевание характеризуется сезонностью. Наиболее часто случаи мышиной лихорадки встречаются с мая по октябрь. Переносить вирус-возбудитель лихорадки могут около 60 видов млекопитающих, среди которых такие обычные грызуны, как полевая мышь, серая полевка, серая и черная крысы, а иногда и даже домовая мышь. Часто при заражении животные гибнут, так как заболевание протекает у них крайне тяжело. Места, где проживают животные, переносчики заболевания, называют природными очагами. Опасными с этой точки зрения на территории России считаются районы Придуралья, Дальнего Востока и Поволжья, которые включают Самарскую и Саратовскую области, Башкортостан, Татарию. Человек может заразиться от носителей инфекции несколькими способами. Воздушно-пылевым путем, во время вдыхания пыли, содержащей частицы вирусных экскрементов животных. Алиментарным путем, непосредственно через загрязненные выделениями с вирусом еду или жидкость, которую употребляет человек. Контактным путем, при котором происходит соприкосновение кожи человека с зараженной вирусом поверхностью или самим грызуном. Важным является тот факт, что чаще всего от этой болезни страдают обитатели сельской местности. Данная статистика объясняется частыми контактами с природой и ее вредителями, в особенности с грызунами. Выделяют 5 этапов течения мышиной лихорадки: инкубационный, начальный, олигоурический, полиурический и завершающий. Инкубационный период продолжается от 7 до 46 дней, в среднем 22 дня. На начальном этапе заболевания может проявляться слабость, недомогание, резкое повышение температуры до 38-40 градусов, мышечные боли и ломота в теле, покраснение кожи на лице, шее и груди, боль в животе, помутнение зрения, боли в пояснице. А нередко мышиная лихорадка по первоначальным симптомам напоминает ОРЗ. Такое состояние может продлиться 3-4 дня, после чего температура несколько снижается или же наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению. Начинается олигоурическая стадия болезни. На этой стадии у заболевшего может наблюдаться кровоизлияние в кожу, маточные, носовые, легочные кровотечения. Появляется сильная боль в пояснице. Тошнота, рвота и боли в суставах усиливаются, отмечается резкая слабость. Кроме этого, снижается объем выделяемой мочи. А на 9-13 день начинается полиурический этап. Больной уже чувствует себя значительно лучше, рвота прекращается, стихают, а затем и вовсе пропадают поясничные боли. Количество мочи в сутки возрастает и превышает норму. Полиурическая стадия обычно длится около 4-5 дней и затем плавно переходит в стадию выздоровления. У заболевшего еще могут сохраняться такие симптомы, как слабость и общее недомогание, но через несколько недель они должны пройти. Если во время предыдущих стадий болезни отмечалось уменьшение веса, это происходит довольно часто, то уже в первые дни после начала последней стадии болезни он начинает увеличиваться. Мышиная лихорадка лечится в больнице под наблюдением врача. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это может закончиться смертью. А независимо от тяжести болезни, лечение сопровождается постельным режимом длительностью до 4 недель. Терапия мышиной лихорадки основана на приеме следующих лекарственных средств: противовирусных – амиксина, лавамакса, жаропонижающих – парацетамола или нурофена, обезболивающих – анальгина и кеторола, противовоспалительных – аспирина. Назначается также инфузионная терапия, вливание внутривенно лекарств и биологических жидкостей с целью нормализации водно-электролитного, кислотно-щелочного баланса организма, а также для увеличения количества мочи. Это может быть или раствор глюкозы 5%, или физиологический раствор.
Если в олигурический этап происходит тяжелое поражение органов почек, тогда бывают случаи, когда пациенту не обойтись без переливания крови. Кроме этого, во всех случаях заболевшим назначается индивидуальная диета. Особых последствий мышиная лихорадка для здоровья не вызывает. Она проходит без следа при должном лечении. Но опасность заболевания заключается в поздней диагностике и начале лечения, когда время уже упущено, и началось поражение почек и разрушение печени. Если лечение проходило недолжным образом, последствия мышиной лихорадки могут быть ужасными. Разрыв почек, либо сильное нарушение в их работе, отек легких, локальная пневмония, развитие сердечно-сосудистой недостаточности. Если у человека проявляются первые признаки мышиной лихорадки, нужно сразу же обращаться к врачу. Болезнь протекает трудно и требует госпитализации в инфекционный стационар. Профилактика мышиной лихорадки заключается в соблюдении нескольких правил. Мытье рук перед едой, тщательном вымывании овощей и фруктов, полная изоляция от грызунов, а также их выделений. Кроме того, питание должно быть основано на приеме той пищи, которая хранится в герметичных упаковках. Внимательно проверяйте крупы и другие продукты, долгое время лежащие в кухонных шкафах. При выявлении и ликвидации из помещений мышей и крыс следует тщательно промывать все доступные им поверхности, дабы полностью обезопасить себя от возможного инфицирования. Известно, что вирус мышиной лихорадки погибает при высоких температурах и под действием ультрафиолета. Поэтому термообработка пищи будет хорошим профилактическим методом. Но все же главной профилактикой мышиной лихорадки является полная изоляция от грызунов и их выделений. Если вы заметили появление этих животных в жилых помещениях, следует незамедлительно принять меры по их выведению. Будьте осторожны, берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!